Вон какие-то корабли здесь. Птички летают. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни места притягивают к себе смерть, а другие только пыль? Есть здесь один свидетель, за который империи бились до последнего камня. Место, где воздух до сих пор пропитан приказами, которые стоили тысячами людей жизни. Мы стоим на лысом холме, стратегическом утесе над нижним побережьем, который веками был ключом к этим землям, известным в то время как Спич. Эту крепость османы возвели в 1862 году как железный кулак над Адриатикой, чтобы сеять страх и контролировать каждый шаг. Очень жарко сегодня, друзья. Но ее история – это хроника бесконечной борьбы. Черногорские войны в 1877 году яростно штурмовали эти стены, превращая внутренние дворы в бойню, где пушки дробили камень на камень, чтобы вырвать бастион из рук османского гарнизона. А после них пришли австро-венгры. Они полностью перестроили и укрепили ее, превратив стены в холодный неприступный бункер, словно пытаясь укротить саму судьбу навсегда, закрепиться на этих рубежах. Ее все хотели, а сегодня она никому не нужна. Она не просто разрушается, она умирает на наших глазах. Пока вы проходите мимо, не замечая ее, она хранит сотни оборванных жизней и тысячи приказов, ставших прахом. Здесь больше нет солдат, нет орденов, нет гордости. Только ветер, воюющий в пробойнях от снарядов и холодный камень, помнящий крики, которые никто не услышал. И если вы готовы взглянуть правде в глаза и сделать шаг туда, куда мир перестал смотреть, тогда идемте со мной. Это путешествие в самое сердце крепости, которая когда-то решала судьбы целых народов. Итак, друзья, всем привет! Находимся на вот таком потрясающем месте. Сегодня вот подъем у нас такой. Это побережье Адриатики. Опять сегодня вон там где-то море находится. Такие деревья шикарные здесь. Сегодня буду подниматься, снимать вам крепость. Одну потрясающую крепость, друзья. Вот. Поэтому, если, конечно, вам хочется на ее посмотреть, оставайтесь со мной. Потом вам немножко расскажу о ней. Вот здесь какой крутой подъем. Очень крутой подъем здесь. Посмотрите, вид. О, смотрите, как опасно, друзья, подниматься. Опа. Очень скользко, друзья. Если вы думали раньше, что Черногория это просто пляжи и туристы, то этот выпуск, друзья, перевернет ваше представление. Посмотрите, вид, как здесь надо подниматься и как высоко находимся сегодня здесь. Фу. Сейчас посмотрим, что там будет. Куда? Туда, туда, туда. Смотрели ли вы мой выпуск, где я прошел 50 километров пешком, друзья? Или нет? Пишите в комментариях.
Если да, пишите, как вам это. Посмотрите, где мы сегодня. Посмотрите, какие растения. Голая гора. Или Голобордо. Крепост Табия. Или Табия. Подниматься и подниматься. Не так уж просто. Не так уж просто строили такие крепости, друзья. Вот. Все крепости они построены вот так. На самой вершине. Вон там. Где-то на этих вершинах. Я поднимался почти 1000 метров над уровнем моря. У меня имеется на канале крепость. Обязательно посмотрите. Если я ее не забуду ставить в описании. Тут какие-то кабеля, блин. Жутко это смотрится все. Камни. Это все до сюда доходит. Это что-то для электричества здесь. Или для связи. Там будет шикарный вид. Там будет шикарный вид, друзья. Посмотрите вид. О мой боже. Я не знаю, что там слышно, но там что-то шевелится. Слышишь его? О, это ежик, наверное. Это ежик, наверное. Это ежик. Ежик, наверное. Посмотрите вид деревьев здесь. Как оборвало здесь. Это, наверное, когда плохая погода была. Скорее всего, это когда плохая погода была, друзья. Посмотрите вид. Вау. Сегодня, друзья, невыносимая жара вообще. Вот. Ужасно как жарко. Тут какой-то тенек. Нам где-то туда надо добираться. Вот. Ну, и я пока что не хочу сразу. Мне надо выпить немного воды. Вот. Хочу немножко водички выпить. Потому что жарко очень. Сейчас сделаем глоточек. Очень жарко сегодня, друзья. Очень жарко сегодня подниматься, блин. Но приходится. Идемте потихонечку. Берем рюкзак. Вот такой вид. Потрясающий. Это просто что-то. Деревья такие интересные. Большие. Тенек. Да, вот уже сезон начался, блин. Такая погода. Жара каждый день.
Виды потрясающие открываются. Такие растения здесь. Лысая гора. Или Голобрдо. Лысая гора, да. Лысая гора, друзья. Поднимается сегодня. Обязательно ставим лайк перед просмотром, друзья. Пишем комментарии, как вам такие местечко. Вот дерево здесь сгорело все. Красный песок, постоянный подъем, постоянно поднимается, друзья. Здесь тоже сгорело дерево. Посмотрим, в каком виде эта крепость будет ждать нас сегодня. Вот горы везде вокруг. Потрясающие горы везде. Фу. Да, где-то там я поднимался, друзья. На самой вершине. Тоже у меня есть на канале. Можете полистать, посмотреть. Ну и виды здесь отсюда нормальные. Потрясающе. Идем дальше. Фу. Я уже весь красный, наверное. Вот такой тенек здесь. Более-менее. Вот до сюда. Вот крепость, наверное, где-то там нам начинается. Вон. Я здесь поднимался, вот как высоко. И вот здесь, как можете заметить, остатки руин. Причем это все от крепости здесь. Кто знает, что здесь под землей. Может, какие-то... Но это все, наверное, набросано камнями. И мы никогда не узнаем. Ну, чтобы вы так представили себе, вот, что какие-то внизу, наверное, есть пути. Вот. И вот она самая крепость, или то, что от нее осталось, начинается. Такие камни везде вот вокруг. Город как на ладони, друзья. Город как на ладони. Город как на ладони, друзья. Я очень часто делаю какие-то картины красивые, вот, или для своего инстаграма или телеграма. Ссылка на инстаграм и на мой телеграм будет в описании, друзья. Обязательно смотрите и подписывайтесь. А я иду дальше, сейчас будем знакомиться. Вот, друзья, напротив нас потрясающая крепость Табия, которую заложили турки и османы в 1862 году. Им нужна была стратегическая точка, чтобы полностью контролировать Сутоморское побережье и держать под прицелом любой корабль, который идет оттуда и пытается подойти к этим берегам.
Вот так вот. Табия – это классический укрепленный редут. Мощные стены из тесаного камня, казармы для гарнизона и самое главное – открытые артиллерийские платформы. Пушки отсюда могли вести круговой огонь на 360 градусов. Посмотрите вы это, друзья. Турки удерживали эту высоту всего 15 лет. В 1877 году черногорские войска штурмом взяли Лысую гору или Голое Брдо и выбили османов. Но на этом история не закончилась. Во время Первой мировой войны эту скалу заняли австро-венгерские войска, которые модернизировали форт под свои нужды. С тех пор, как они ушли, крепость предоставлена самой себе. Вход, наверное, будет через это окно. И мы с вами обязательно зайдем и посмотрим, что творится там сегодня. Как вы могли заметить, что именно австро-венгерские войска модернизировали ее под свои нужды. Сегодня это руины, как можете видеть, заброшенные и забитые. И знаете, что самое главное? Здесь нету заборов и нет никаких гидов. Здесь мы все можем посмотреть сами. Здесь только свист ветра с открытого моря, бьющиеся о скалы волны и старый военный камень, который медленно умирает на солнце. Камера готова, друзья. Мы начинаем прямо сейчас подниматься и делать детальный осмотр. Заходим на территорию форта. Погнали подниматься. Очень аккуратно заходим. Посмотрим, что здесь осталось от этой потрясающей крепости, которая, слава богу, на сегодняшний день еще не совсем уничтожена. Будем заходить потихонечку, друзья. Вот так вот. Посмотрите, вид. Ух ты, боже мой. Посмотрите сначала здесь. О мой боже. О мой боже. Какая потрясающая крепость. Смотрите, вы, друзья. Ух ты. Ух ты. Вот это что-то нереальное. В такую жару сегодня увидеть такое, это просто потрясающе, друзья. Посмотрите, везде форточки какие, которые смотрят прямо на город. С той стороны у нас город. Здесь камень оборванный здесь. Вот это да. Посмотрите, вид. Самое главное, здесь все заросшее и опасно. Опасно здесь спускаться. Но как мы могли бы здесь по этой очень опасной. Ой, господи. Подняться немного. Господи, ой, как опасно. Не хотелось бы сегодня ломаться здесь. Но мы обязаны, друзья, посмотреть на все это. Здесь надо очень аккуратно ходить, друзья, потому что, я не знаю, эти камни, они острые. И самое главное, что сегодня жара и не совсем удобно ходить. Потому что голова кружится и, может быть, не дай бог, там всякое. Ну, ради этого стоит здесь попробовать показать вам вот такой потрясающий вид отсюда. Это просто что-то нереальное, друзья. Посмотрите, эти руины этой потрясающей крепости, которая сегодня тоже показывает себя и стоит, держится спустя 200 лет, 150 и больше. Это шедеврально. Это просто что-то, друзья. Это просто что-то. Посмотрите, это. Посмотрите, как это выглядит.
И сзади нас город вот. Сзади нас город, друзья. Вон там я тоже поднимался на эту крепость. Там тоже на крепость поднимался. Везде я поднимался на этой крепости, почти здесь. На канале все имеется, друзья. Можете посмотреть, полистать. Сейчас будем куда-то там ходить, посмотрим еще что-нибудь. Там есть, нет. Посмотрите, как раньше делали, вот это как заполняли, как делали кладку этих камней, вот какой материал был, вот песок везде, вот какой вот даже можно посмотреть, он же не мелкий, прям песок мелкий, а более такой наверное делали из того, что имели, друзья, вот. Но поэтому до сих пор это держится. Вот. Сегодняшние стройки вот быстрее ломаются. Вот. Чем эта, которая построена и еще держится. Вот. Да, тут немножко опасненько. Ну ничего, справляемся. Вон там вход был. Вот как это выглядит. А здесь тоже, наверное, был вход, тут двери. Вот. Тут какие-то ступеньки. Вот. А, вот главные двери. Вот. Арка, вот. Вход, где главный. Вот. Вот это та самая арка, где вход, друзья. Вот здесь тоже сохранилось. Вот эти металлические всякие штучки того времени. Вот. Ух ты! Классненько. И такое видно. Не, ну выход здесь был потрясающий, который контролировал весь город. Вот. О, только посмотрите в это. Ух ты, боже мой. Посмотрите в этот вид отсюда. На весь город. Это что-то невероятное. Потрясающая, огромная, массивная арка, друзья. Тут камни, которые, наверное, изнутри вот разбросаны. Вот такая энергия здесь чувствуется. Еще вот эти металлические болты. Вот. Это что-то невероятное, друзья. Надо смотреть под ноги, потому что много змей есть. Сейчас в это время вот, их очень много. Вот. Поэтому надо обязательно смотреть под ноги, друзья. Сейчас будем подниматься здесь, посмотрим, что тут имеется. Вот. Надо так сильнее вот топать, чтобы напугать, если что-то есть. Как-то так. Сейчас будем тут смотреть. Что ли тут имеется? Ух ты! Что мы там имеем? Такие кусты здесь нереально. Здесь пройти, блин. Ух ты! Тут нереально совсем пройти, друзья. О мой боже! Что там у нас имеется, блин? Такой тенек. Ничего себе! Ух ты! Это просто что-то нереальное, блин. Это все еще сохранилось, друзья. Посмотрите ли это. Посмотрите, мы где находимся. Это вообще что-то уникальное, друзья. Посмотрите, это здесь уже все заросло. Там и камни везде вот. Ну, запах такой потрясающий вообще. Запах такой стоит потрясающий вообще. Это просто что-то. Это что-то нереальное, друзья. Такую жару, вот такой тенек, чтобы найти этого.
который сохранилось до сих пор. Смотрите, видите. А это просто что-то. Надо будет как-то отсюда сейчас выходить, посмотрите, как это вот здесь. Какие камни вообще вот ужасно. Вот это. Надо будет как-нибудь отсюда выходить, блин. Ой, господи. Ой, господи, вышел. Поднимемся немножко наверх. Вот мы здесь были, в этом здании, друзья. Ух ты. Ух ты, боже мой. Вот такой круг здесь. Не, ну это уже вот. Посмотрите, видите. Какие болты, блин. Это просто что-то, посмотрите, видите. Вот как она начинается и куда все идет, там до конца, наверное. Жара сегодня невыносимая, друзья. Там уже горизонт. Вот отсюда турки защищались от венецианцев, потому что они с кораблями здесь заходили, вот. Они их здесь ждали, вот. Они их здесь ждали с прицелом и на город, и на море, вот. Можете представить себе такие времена? Сейчас-то полегче вот здесь, как тогда было. И посмотрите, какой тенек потрясающий. Посмотрите, какое дерево потрясающее, Господи. Посмотрите, это. Я не знаю, видно меня или нет. Но я здесь немножко воды попью сейчас. С вот таким потрясающим видом, друзья. Это было что-то вот вообще потрясающее сегодня. Посмотрите, какой вид. Это просто что-то. Это просто что-то. Посмотрите, эти растения, друзья, которые растут здесь. А как пахнет здесь красиво. Нереальный запах здесь, друзья. Вот. Посмотрите, какие круги здесь. Вот это. Наверное, какие-то устройства здесь были. Вот. Это мы потом узнаем, наверное. Потрясающий вид. Вот 4 это. Значит, 1, 2, 3. 1. Потом вторая, где тенек. Еще одна была там. И здесь 4. Вот. 4. Вот. И потрясающее дерево здесь. Еще одно огромное дерево. Вот. Huge. Огромное дерево, друзья. Посмотрите, это. Вау. Это просто что-то. Какие-то красные камни, все какие-то красноватые, как песок красный вот здесь. Можете заметить. Здесь, наверное, будет сам конец. Да. И там будут обрывы. Вот. Там еще Лысая гора продолжается, наверное, скорее всего. Посмотрите, видите. О мой боже. Давайте попробуем пройти немного. Хотя сегодня опасно, солнышко вот. Где-то градусов под 40.
Посмотрите, видите дерево. Слышите этот звук? Какая-то птица там непонятно. Непонятно какая вообще. Птичка нам не рада. Может приветствовать нас. Да почему бы нам не радоваться? Мы показываем все как есть, друзья. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм и на Телеграм. Ссылка в описании, друзья. Там все выходит быстрее гораздо. Ух ты. Посмотрите, какой круг здесь. Вау. Можем как-нибудь попробовать здесь спуститься. Очень некомфортно. Потому что камни острые очень. Опа. Вот так вот. Посмотрите, вид. Один неправильный шаг и все. Потрясающая крепость, друзья. С потрясающим видом. Нет слов здесь. Здесь слова лишние, друзья. Здесь слова лишние совсем. Посмотрите вы этого. Невероятно, друзья. Невероятно. Вон какие-то корабли здесь. Птички летают. Я не знаю, как вам, друзья, такие места, вот такие заброшенные крепости, которые я посещаю и публикую на своем канале. Мне это очень нравится. Я хотел бы, чтобы вы это оценили. И, конечно, перед просмотром ставили лайк или прокомментировали, написали какой-нибудь комментарий, как вам это все. Вот это все история, друзья. Сегодня опять мы смотрим истории в глаза. Смотрим все то, что сохранилось. А было построено более 150 лет назад. Может и 200. Посмотрите, в руины какие, друзья.
Итак, друзья, с этого потрясающего места сегодня прощаюсь с вами. Посмотрите, какой вид впереди нас. И та самая арка потрясающая здесь. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Дальше больше буду снимать для вас такие интересные местечки. Может, иногда выживание. Посмотрим, что будет дальше. Может, какая-нибудь заброшенная территория. Оставайтесь со мной. С этого места я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Чао.